Чаще всего корицу воспринимают как продукт, который придает приятный аромат и улучшает вкусовые качества еды. Но на самом деле это одна из согревающих специй, которые используются в тибетской медицине. Калий, магний, железо, медь, цинк, витамин А, витамин В1, В2, витамин С, Е, К, альфа, бета-каротин, лютеин, бетаин. Все это можно найти в корице, что делает корицу не только хорошим антиоксидантом, но и делает полезным продуктом при правильном ее применении. В этом ролике я расскажу обо всех положительных и отрицательных свойствах корицы, кому стоит принимать ее, а кому лучше от нее отказаться. И, конечно, расскажу, как эффективнее всего использовать корицу для здоровья. А пока напишите в комментариях, о каких свойствах корицы вы уже знали и как ее употребляете. Это будет интересно почитать не только мне, но и всем слушателям нашего канала. Корица улучшает чувствительность к инсулину и тем самым снижает уровень сахара в крови. Конечно, корица не может заменить препараты, которые снижают уровень глюкозы в крови, но использование корицы людям с сахарным диабетом второго типа очень полезно. И корицу можно использовать в качестве профилактики сахарного диабета второго типа. Корица снижает уровень холестерина в крови. Корица улучшает выработку желчи. Когда желчь хорошо работает, улучшается липидный обмен. И это приводит к тому, что снижается уровень холестерина в крови. Корица очень хорошо очищает организм от слизи. И тем самым можно отметить эффективность корицы в борьбе с болезнетворными бактериями. Золотистый стафилококк, синегнойная палочка, эшерихия коли, протей и другие. И еще один любопытный факт. Доказана эффективность масла корицы против бактерий, которые вызывают воспалительные процессы полости рта и кариес. Дорогие друзья, небольшая новость. С 1 августа у меня начинается курс «Интервальное голодание». Записаться вы можете по ссылке в описании или в первом комментарии. В тибетской медицине корица входит в состав многих противовоспалительных сборов. Все это благодаря тому, что в корице содержится множество флавоноидных соединений. И благодаря тем же флавоноидным соединениям корица благоприятно влияет на работу центральной нервной системы. В тибетской медицине корица используется в лекарственных препаратах для профилактики нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера. Корица очень богата антиоксидантами, а именно полифенол. Она помогает защитить организм от окислительного повреждения свободными радикалами. Из всех согревающих специй, которые используются в тибетской медицине, именно корица наиболее богата антиоксидантами. По данным исследования американских нейробиологов, корица может улучшить способность к обучению и к запоминанию. И корица повышает тонус женского организма. Это очень актуально в первые дни цикла, так как многие женщины отмечают упадок сил. Для мужчин аромат корицы работает как природный афродизиак, усиливая чувствительность эрогенных зон, улучшает работу половых желез и тем самым улучшает либидо и даже потенцию. Как мы уже поняли, корица – это очень полезный, хороший продукт, но есть некоторые противопоказания. Корицу ни в коем случае нельзя употреблять детям до 3 лет, беременным женщинам, так как корица разжижает кровь во время родов, может случиться кровотечение. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострений, например, язвенная болезнь желудка. Людям с повышенным артериальным давлением и, конечно, людям с аллергией на корицу. Тем, кому не подходит корица, лучше не употреблять. Какую и как выбирает корицу? Здесь все очень просто, так как корица продается в основном в виде свертков коры. Очень просто определить ее качество. Корица – это кора коричника цейлонского, дерева до 3 лет. Поэтому, когда эту кору сворачивают, она высыхает без поры внутри, и она очень легко ломается, то есть можно сломать руками. А есть еще касси, которые выдают как корицу. Это кора коричника китайского. Используются деревья намного старше, 5-10 лет. Поэтому кора толстая. При высыхании она
деформируется и образуются поры, и касси практически невозможно сломать руками, она очень твердая. В виде порошка корицу лучше не покупать, потому что очень тяжело различить касси или корица. Но есть один метод, корица очень быстро теряет свой аромат. Те продавцы, которые продают настоящий порошок корицы, они очень герметично ее хранят. Как я уже обещал, я вам дам несколько полезных рецептов, как использовать корицу. Первый рецепт – это напиток, который можно использовать круглогодично. Берем чайную ложку корицы, добавляем воду 200-250 мл и кипятим 3-5 минут. После этого можем туда добавить мед, лимон, куркуму, что вы хотите. И этот напиток можно пить горячим, холодным. В летнюю жару можете остудить и пить холодным. Второй. Зимой и весной, как я уже говорил до этого, можно пить чай с корицей. Берем черный чай, добавляем воду пол-литра, кипятим 2-3 минуты, добавляем туда молоко, еще кипятим 2-3 минуты и добавляем туда чайную ложку топленого масла и сверху корицу. И пьем горячий такой чай. Этот чай будет согревать ваш организм, улучшать иммунитет и улучшать сопротивляемость вашего организма холоду, сырости и всем негативным воздействиям внешней среды. И такой напиток дает силы, энергии и улучшает настроение. Холодный зимний вечер. Будьте здоровы!